Привет, жители планеты Земля! Для кого записывается это видео? В первую очередь это видео рассчитано на тех, кто не говорит по-русски. Поэтому я все свои мысли изложил в один большой текст, для того, чтобы его было легко перевести на другие языки, и чтобы вы, те, кто не говорит на русском, услышали таких людей, как я. Я являюсь гражданином Российской Федерации, и все, что вы сейчас услышите, это те обычные слова любой оппозиции Российской Федерации. Начинаем. Это видео для тех, кто не знает, что такое настоящая Россия. Вы на канале Level No System, а я обычный гражданин Российской Федерации. И сейчас мы посмотрим на Россию под иным углом, нежели привыкли на нее смотреть все те, кто не знаком с этой страной. Мы пройдемся по тем событиям, которые раскроют настоящее лицо современной России. Не то лицо, которое оно пытается продемонстрировать через пропаганду, а то лицо, которое вырисовывается, когда мы смотрим на реальные действия и мотивы моей страны. Разговор пойдет о том, почему Россия, страна с огромными ресурсами и мощью, по оценкам некоторых военных изданий, Россия считалась второй армией мира. Воюет не с армиями, а с мирными гражданами. Почему мы видим тысячи убитых детей, женщин, стариков? Почему Россия с позором проигрывает там, где ей противостоит настоящая армия? Давайте разберемся. Да, будет тяжело, но вы должны увидеть эту личину, чтобы понимать, кто такой Путин и почему Россия разделилась на патриотов России и на тех, кто готов целовать попку Путина, несмотря на все, что мы сегодня увидим. Начнем с Сирии. Там наши воздушно-космические силы, какие красивые слова, да? Вели точечные удары. Точечные в школу, в больницы, в рынки. И неточечные по жилым районам. Помните Алеппо? Да, то самое Алеппо, что было отбито у режима Асада за 2 дня. Так вот, Россия уничтожила большую часть этого города. По данным Syrian Observatory of Human Rights, жертвами российских бомбардировок стали тысячи мирных жителей, включая сотни детей. Да-да, именно детей. Ничего не напоминает, нет? А вот фотографии мертвых детей, которых убивали русские доблестные воины, были использованы против евреев. Пропаганда спустя много лет взяла эти фотографии, подписала их как жертвы палестинских детей от агрессии Израиля. Тогда весь мир кричал: за такие преступления против гражданских Израиль должен быть наказан. Но как только вскрылся обман, и все поняли, что это фотографии жертв российских бомбардировок в Сирии и в Афганистане, так сразу все замолчали. Двойные стандарты. Евреям нельзя убивать гражданских, хотя это был фейк. А если это делает страна, у которой есть ядерное оружие или орешник, то все будут молчать? Где ООН? Где защитники мирных людей? Это полная дискредитация ООН. Но мы сейчас говорим о добрых делах Путина и о его бомбардировках в городе Алеппо и убийствах гражданских. Знаете, что хуже всего? Это была не ошибка. Это была тактика. Уничтожить дух, запугать, чтобы никто даже не думал сопротивляться. У нас в российской пропаганде это называли достижениями и победой. Достижения? Вы серьезно? Убивать гражданских – это и есть достижение России? И если официальная пропаганда страны заявляет, что это были достижения, не говорит ли нам это о том, что данная тактика является доминантной в политике Кремля при Путине? Тут вы можете возразить, что через одну точку невозможно провести прямую. Возможно, это было лишь единожды. Невзирая на то, что Россия занималась этим в Сирии не один день, а много лет. Да, много лет Россия бомбила гражданских, женщин и детей в Сирии. Теперь Украина. Год 2022. Россия в панике, что наступление закисло. Горячее войне мы Украину победим за 2 дня.
Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро? 1,5-3 дня. 2 дня, потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу: 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9:00 нападение на Украину, 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21:00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович, а в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за 3 дня? Это же мы ни разу такого не говорили. И что они делают? Все верно. Бьют по городам ракетами ночью, чтобы дети просыпались в ужасе, чтобы старики не спали, чтобы люди теряли рассудок. Военные аналитики это называют пыткой сном. Про Одессу, если можно, буквально пару слов. Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары, как нам было сказано, удары возмездия. Так же Песков сформулировал. Мы не бьем по складам, по вооружению. Мы пытаемся разрушить психику людей. Вдумайтесь, ты каждую ночь засыпаешь с мыслями о том, что завтра ты не проснешься. Или не проснутся твои дети. Не поняли? Давайте еще раз. Наша пропаганда говорит нам, россиянам, что мы освобождаем Украину от нацистов и фашистов. Да, это официальная позиция путинского Кремля. Но на деле каждую ночь российские ракеты летят в гражданские дома. На деле Россия издевается над народом Украины, над детьми, стариками, женщинами. Это и есть освобождение? Третью ночь подряд. Ну вот теперь мы более ясно видим, что настоящая цель России это как раз таки гражданские. Теперь понятнее? В Чечне было то же самое. Наши герои, именно так Кремль назвал российских солдат, воевавших во Второй Чеченской. Так вот, эти герои воевали не с боевиками, а вырезали деревни ножами. Знаете почему? Потому что боевики давали сдачи, а гражданские нет. Слышали про Новые Алды? Это такая деревушка в Чечне. А про операцию по так называемой зачистке нет? Ну вот знаете, в одну ночь российские военные уничтожили более 60 человек. В одну ночь. Официальная позиция пропаганды? Успешная операция. А по факту среди убитых были женщины и дети. Русские солдаты снимали золотые украшения с женщин, даже с трупов. Выдергивали золотые зубы. Грабили дома, а потом поджигали их. Расстреливали без суда и следствия. Что по итогу? А по итогу изнасилованные, убитые, запытанные до смерти гражданские и ни одного боевика среди всех этих жертв. Повторить? В деревне не было боевиков. В деревне были только гражданские. И это были не авиаудары. Это были бойцы Санкт-Петербургского ОМОНа. Это не просто преступление. Это стратегия, чтобы вся Чечня боялась. Спойлер. Ни одного из преступников не осудили в России. Они так и остались нашими героями. Почему так? Ответ налицо. Россия использует террор против гражданских, чтобы сломать волю народа. Чтобы боялись, как в Буче, как в Ирпене. Там русские солдаты насиловали несовершеннолетних, расстреливали людей со связанными за спиной руками. Вы скажете, это ложь? Окей. Найдите мне хотя бы одного человека из Бучи и Ирпеня, который скажет, что это было не так. Не найдете. Война для России – это не про борьбу с врагом. Это про насилие и страх. Чтобы знали, пришли русские, жди ужаса. Но когда против России встают настоящие армии, все идет не по плану.
Помните тот случай в Сирии, когда вагнеровцы решили пощупать американцев? Это был 2018 год, местечко Хашам. Итог – полное уничтожение наших наемников. Авиация США стерла их с лица земли за пару часов. Официальная позиция Кремля – наши там не погибли. Даже европейское расследование подтвердило заявление российской пропаганды. Но российские оппозиционеры, деятели, подтвердили гибель российских граждан, ссылаясь на некрологи жен и матерей погибших вагнеровцев в том боевом столкновении. То есть вдова есть, а трупа нет. Фантастика. Почему же Кремль отрицает это? Потому что тогда России придется ответить. Но отвечать придется не жилым районам, не школам, не больницам, а настоящим американским военным. А вот этого российская армия делать не умеет. Армия, которая привыкла воевать с гражданскими и слабовооруженными боевиками, оказывается бессильной против реальных военных. И уж тем более против западного вооружения. Российское вооружение мы видели, когда Израиль полностью уничтожил воздушную оборону Ирана, которая была собрана из российского вооружения типа аналогов нет. После этого Иран так обрадовался, что отказался закупать российское вооружение, ссылаясь на ее неэффективность. Дальше Украина. В первые месяцы войны Россия потерпела позорное поражение под Киевом. Проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Почему? Потому что там были настоящие украинские военные, которые знали, за что они сражаются. И это при том, что Украина не обладала нормальным вооружением. Но как только Украина начала получать западное вооружение, наша вторая армия мира захлебнулась. Российский блицкриг закончился тысячами трупов российских солдат. Это вам не чеченские деревни с гражданскими, да? Даже сейчас, с минимальным доступом к современным ресурсам, украинцы держат оборону. И что делает Россия? Продолжает воевать против гражданских. Ведь в этом мы мастера. Россия прикладывает максимум усилий, чтобы каждый день был убит хотя бы один гражданский в Украине. Итак, друзья, я это говорю не для того, чтобы вы разозлились. Я это говорю, чтобы вы поняли. Россию срочно нужно очищать. Страна, которая убивает детей, режет деревни и бьет по мирным городам, не может называться великой. Но у нас есть еще шанс все исправить. Наш враг — это не украинцы, не американцы, не Европа. Наш враг — путинская система, которая изуродовала нашу армию, нашу страну, нас с вами. Пора нам, настоящим россиянам, сделать шаг. Давайте вернем нашу страну себе. Пусть это будет не завтра, пусть это будет тяжело, но никто не освободит Россию, кроме нас самих. Думайте, подписывайтесь и давайте освобождать Россию вместе. И если Запад прекратит смотреть на Россию как на военную державу, которая умеет воевать и даст Украине достойную помощь в вооружении, война в Украине закончится завтра. Потому что воевать против нормальной армии Россия не способна. Обнял.